Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня будем заниматься розами, купленными в супермаркете. Эти розы требуют особого ухода перед посадкой в грунт. Первое, что нужно сделать, это снять парафин, которым залиты обрезанные части розы. Парафин заливается для того, чтобы меньше испарялось. Прежде чем снять парафин, необходимо определить розы в прохладное место, чтобы парафин застыл. Тогда он легко снимается пластами. Берем зубочистку и аккуратненько, чтобы не нарушить растения, снимаем парафин. Смотрела видео, в котором говорят, что парафин снимать не обязательно. Я считаю, что это нужно, необходимо сделать, так как, представьте себе, вот вы посадили розу в грунт. Температура воздуха поднялась 28, 30, 32 градуса. И этот парафин поплыл. И он начинает обволакивать, плывет и начинает обволакивать весь стебелек. Забиваются все клеточки, и растение вообще перестает дышать. Поэтому я считаю, что парафин снять необходимо. Конечно, это работа кропотливая, но это нужно сделать. Второе, что я сделаю, это уже моя личная инициатива. Смотрите, есть отросточек, который, висит на половинке стебля. Мне его обрезать жалко, так как растение выжило в таких экстремальных условиях, как супермаркет. Росточек живой. Я хочу его немножечко вот так реанимировать, наложить повязку, чтобы растение срослось. Снимаем пакеты из роз. Если посадить розы без обработки, вот так снять пакет и высадить их в грунт, считайте, что они у вас пропали. Потому что эти розы находятся очень долго в таких пакетах. Мы не знаем, когда их привезли в супермаркет, сколько они там стояли, как за ними ухаживали, и ухаживали ли вообще. Поэтому обязательно нужна обработка. И вот в таком состоянии, пока ничего не делая, ставим в ведро любую емкость на 6-10 часов для размокания грунта. Роза Family Pink, высота 200-400, чистая роза. Уже смотрите, новые отросточки есть. И корневая шейка очень хорошая. Я смотрю, нет ни гнили, ничего. Сейчас я ставлю розы примерно на 6-10 часов. Смотрите сами по размягчению почвы. Прошло 6 часов. Грунт уже вокруг корней размок. Потихоньку, чтобы не повредить корни, снимаем землю. Вот такой корешочек. Корни не завернуты. Обычно, чтобы растение в таком пакете было короче, корни заворачивают кверху стебельков. Но здесь хорошо уложены корни, они небольшие. Прекрасно. И второе растение. Здесь у меня еще в ведре малина набирается влаги. Высажу после розы ее. И аккуратненько снимаем, чтобы не повредить корешки. Вот здесь корешок завернутый к стебельку. Это все нужно будет расправить. Замачивать обязательно корень, потому что вокруг растения грунт спрессованный. Вот здесь вообще шикарный корень. Смотрите, какой хороший. Я думаю, что розочка примется и будет радовать меня цветом своим. Сейчас хочу промыть. Смотрите, какая красота. Следующий шаг. Обеззараживаем корневую систему от грибковых инфекций, заболеваний. Мы же не знаем, в каком грунте она выращивалась, чтобы не занести в свой грунт, чтобы разные там бактерии. Сейчас будем обеззараживать от грибковых заболеваний. Можно обеззараживать фитоспорином, замачивать в фитоспорине, но я буду замачивать вот в таком растворе марганцовки. Примерно такой консистенции.
Сильно насыщенный цвет делать не нужно, потому что марганцовка пожжет корни. Здесь у меня уже в ведре разбавлено. Я вам показываю, какой консистенции в белой кружке, чтобы видно было цвет раствора. И опускаю корешки роз всего на 20 минут. Больше не нужно. 20 минут хватит с головой, чтобы обеззаразить корни. Через 20 минут я включусь и покажу вам, что делать дальше. Вынимаем розы из раствора марганцовки. Эту воду набрали другую воду, примерно 5 литров. Насыпаю чайную ложечку корневина, 5 литров воды. Размешиваю и опускаю розы ровно на час, чтобы они пропитались раствором корневина. Многие скажут, зачем такие заморочки, но поверьте, такие розы супермаркета, вот таких без питания, без влаги и без всех этих процедур им будет очень тяжело прижиться в грунте. Так, оставляем на час, и после часа подпитки корневином идем высаживать в грунт. Я уже подготовила лунки. Ширина лунки 45 сантиметров, глубина тоже 45 сантиметров. На дно лунки кладу удобрение. У меня специальное удобрение для роз. Здесь есть азот в 3 формах, фосфор и калий. Примерно 40 грамм. Это примерно вот столько. Засыпаю золой. Перегноем. Если сажаете весной в лунку, перемешиваем. Если сажаете весной розы, в лунку класть удобрения и укоренители. Если сажаете осенью, в лунку класть перегной и фосфатные удобрения. Немножко простого грунта. Все перемешали. Проливаем водичкой. Высаживаем розу. Обычно эти розы привиты на шиповник. И у них образуется вот такая пяточка. Должна смотреть всегда на юг. Расправляем корешки, чтобы они легли ровно по лунке. Место прививки засыпать землей примерно на 5 сантиметров. Если у деревьев место прививки не засыпается, то у роз необходимо засыпать на 5 сантиметров. И всегда делайте вот такой бугорочек. Поливать растения вокруг приствольного круга. Вынимаю вторую розу для посадки. И в эту же болтушечку с корневином добавляю до 10 литров воды. И этой же водой проливаю уже посаженное растение. Примерно литра 3. Даже можно и больше. Чтобы грунт вокруг растения хорошо промок, дал питание нашей розочке. Чтобы первое время защитить растение от прямых солнечных лучей, пока оно приживется, я делаю вот такую конструкцию. И здесь у меня будет простая сеточка,
чтобы создать тенечек для роз. Это будет сеточка всего на 1-2 недели. Чисто от солнца. Если кто сажает розы рано, еще у вас холодно, температура воздуха прохладная, то желательно накрыть розы пластиковой обрезанной бутылкой до того времени, пока они приживутся. Потом это все укрытие можно будет снять. Когда они приживутся, начнут хорошо развиваться, им уже не страшно ни солнце, ни погодные условия. Все, розы посадили. Они будут у меня плестись по вот такой арке. Вчера я показывала видео, как я ее собирала. Розы у меня плетистые. Family Pink. На этом все. Пусть ваши растения не болеют, зеленеют, цветут и радуют вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.